Так, пацанва, всем здорово. Короче, сегодня какое там, 9 марта, да. Поехал на мойку, только отъехал от дома. Вот такая вот история произошла. Ошибочка вылетела и давление по шинам. Так что надо будет сейчас проверить колесико, что с ним случилось. Подкачать может. Но оно, кстати, у меня в начале зимы тоже такая же история, и почему-то оно вроде как подспускало. И потом просто перестало спускать. Вот. Такая хренотень. Не знаю, посмотрим, короче, сейчас на мойке подкачаем, попробуем, если поездим, там оно продолжит спускать, то, соответственно, поедем шиномонтаж. Если будет все в порядке, значит будет все в порядке. Так что прям на мойку. Качаем колесо и смотрим, что да как. Пару поездочек. Ну, машина вся в дерьме, прям просто в полнейшем. Сейчас подъеду к мойке, покажу. Там даже, номера нифига не видать. То есть слабо видно номеришки. Вчера, кстати, был 8-й, я поработал, наверное, часов 11. За 11 часов я заработал 10 тысяч рублей. Причем, как бы, в целом день был как и 7-е, но вечером, уже к вечеру ближе, наверное, часам к 6, стали кэфы гореть, прям жутко стали гореть на максималках. Вот, но там у меня уже как бы и настроя-то не было, опять же, весь день работал и, возил дешмань. И, по сути, короче, я сделал, наверное, 2-3 заказа с этими кэфами и свалил домой. Вот. Че, подъезжаем к мойке, короче. Сейчас покажу состояние автомобиля. Кстати, у нас минус 13 градусов. Повторюсь, 9 марта. Минус 13 градусов. Все, помчали к мойке. Так, что, пацаны, вот такое состояние автомобиля. Просто кусок дерьма. В салоне тоже так же. Ой. Короче, вот так вот. Так, что теперь? 2 поломки, которые надо устранить, я обнаружил. Сейчас покажу еще одну. Ой. Еще одна поломка заключается вот в этом. Как произошло? Да хрен его знает. Как-то произошло. Надо открутить саморезик на месте и прикрутить обратно. Наверное, я так понимаю, морозом и снегом выдавило, что ли. Фиг его знает. И подкачать вот это вот колесо. Хотя, визуально оно в полном порядке. Сейчас подкачаем, посмотрим. Так, что по неисправностям? Колесо подкачал, по-моему, там до 2,3, 2,3. И здесь надо было колесо выкрутить обязательно, потому что неудобно было ковырять. Видите, какая история? То есть они без всяких шайбочек и тому подобного. Здесь вообще пластмассовая. Вот, поэтому я думаю, что надо поставить шайбочки на все. И сзади, наверное, то же самое, да? Да, и сзади то же самое. Без шайбочек, просто широкая шляпка. Вот, надо будет все поменять. Точнее, везде поставить шайбочки, пацаны. Так что сразу же сделайте, чтобы не потерять брызговички наши маленькие. Так что надо переделывать. Вот. Такая история. Погнали, поработаем. Так, пацаны, для тех, кто не знает, вот видите, ошибочка выскочила, это по колесу.
Вот это вот. И чтобы она пропала, вроде как бы колесо-то подкачали, да, надо просто немного проехаться, и оно пропадет. Вообще там пишут некоторые, что надо там до 100 километров в час там разогнаться туда-сюда. Нет, все это бред. Чуть трогаешься там, ну, минуту-полторы, может, едешь, и все, оно пропадает. Это ошибка. Так что такие дела. Так, ну что, пассажирка пошла. 6 минут и 413 рублей. Ну, довольно-таки неплохо. Отличный заказ, я так скажу. У нас следующий заказ плюс 340. Наверное, мы здесь сейчас развернемся. И как бы это... И будем подаваться на следующий заказ с Труфанова. Пока первый заказ был по райончику довольно-таки неплохой. Бег с утра минус 13 градусов. Напомню, сегодня морозильник. Подаемся на следующий заказ. Кстати, нам по целям там осталось 80 с чем-то там заказов. Смотрю попозже, скажу. Ой, не заболеть бы, главное, в такую погоду. Вроде передают в ближайшие дни уже потепление. Вот. Как бы так. Так, ну что, мы добрались. 16 минут и 713 рублей. Вон пассажирка пошла в клинику. Так, не включались мы. Не включались. А не включались все потому, что, ну, здесь с кэфами что-то какая-то беда. Хотя он что-то засветилось. Давайте попробуем. Давайте попробуем что-нибудь подцепить здесь. Главное, венерические заболевания. Вот. Короче, хотел сказать, по 99 заказов из 169 мы сделали по цели, которую нам любезно предоставил Яндекс.Такси. Вот, осталось, в принципе, сегодня, кстати, понедельник, получается, понедельник, вторник, среда, 3 дня. За 3 дня нам 70 заказов, грубо говоря, надо выполнить. Ну, в принципе, осуществимо. Посмотрим по пассажирам, что по первому, что по второму. Претензий никаких нет. Вот, вроде как бы и все нормально. По погоде, единственное, по погоде холодно. Надоел этот холод. А так все нормально. По работе 2 заказа были великолепны. Вот. Что будет дальше, посмотрим. 2 заказа выполнено, 982 рубля по факту. По факту, наверное, минут за 40 у нас получилось их оба 2 выполнить. Неплохо. Ладно, посмотрим, что будет дальше. Ждем заказа и выполняем. Кстати, хотел поговорить по поводу того, что автомобиль у меня подходит уже к 100 тысячам пробега. Запишу отдельный ролик о эксплуатации, что как бы не нравится, что особо нравится, какие проблемы, с чем столкнулся и тому подобное. Наверное, я его как бы все подробно расскажу, сколько денег в общем выходит эксплуатация этого автомобиля, если в такси. Вот, еще будет ролик о том, что как работать в 26-м году, что для этого надо, какие там лицензии, не лицензии, страховки и тому подобное, самозанятые ИП, или можно как-то по-другому работать. Об этом всем расскажу вот как раз, наверное, в 2 следующих роликах. Как-то так. И еще, наверное, будет один ролик, кстати, про то, что выполнил я все-таки цель, это 169 заказов за 7 дней или нет.
А потом уже, соответственно, выйдут эти 2 ролика. Так что ждем, подписываемся, ребят. Подписываемся, мотивируйте ужасно. А мы едем искать наш заказ. Так, мы на улице Шоссейной. Оплата была 650 рублей без сдачи. Это было так сказано, как будто мне 1005 сверху оставили. Короче, парень с девушкой. Вот, сами с этого, как его, с Королева, походу. Ай, короче, по К+, желтый К+ был. А теперь у нас желтый комфорт. Желтый комфорт. Мы едем на желтый комфорт. Ну, такой обычный, неплохой заказ. Они тут трындели. Я, соответственно, слушал, о чем разговор. Разговор был про работу, что надо, вот, что надо, блин, туда хотел повернуть, что оплата должна соответствовать условиям и тому подобное, что в пятницу вечер все должны отдыхать, соответственно, и суббота, и воскресенье, а не выйди в субботу, выйди в воскресенье. Нет, это мне уже давно неведомо. Я выхожу каждый день. Да нет, я просто в любой день могу себе сделать выходной. Вот огромный плюс работы в такси. Вот, а так как бы, ну и в любой момент уехать домой, если это все поднадоело. И там пассажиры, допустим, напрягают тебя какими-то, ну или неприятно, или депрессуешь ты, или тому подобное. Короче, суть много в чем. Можно уехать просто домой. Или просто отдыхать куда-нибудь, то свалить. Но на отдых надо заработать. Одно от другого, короче, отталкивается. Вот. Здесь типа нам повернуть надо бы. Почти подъехали на следующий заказ. Так, пошла моя пассажирка. По ценнику 206 рубасов. Сумасшедшие ценники. Мы на проспекте Ленина. 6 минут поездочка была. 6 минуточек. У нас по цепочке по К+, по-моему, следующий заказ с плюс 20 рублей. Ну, я скажу честно, 20 рублей, это ж пипец. Ну, короче, сегодня такая же байда, как была 7 числа. Но я уже не парюсь за счет этого. Я думаю, сейчас я свои 26 заказов выкатаю. Хотя вчера я даже 30 лупанул. А тогда, когда я снимал смену, 28. И я свалю, короче, это, ну, до дома. Просто посмотрим, сколько, опять же. Ну, ценники очень дешевые сегодня. Я скажу, покажу, наверное, промежуточный итог. У нас 16 заказов и 4235. И куда, короче, цены делись? То есть, ну, нормальные. И также пассажиры, которые могут оплачивать нормальные поездки, непонятно. Ну, то есть спрос уменьшился просто до самого минимума. И мы уже подъехали, кстати, к следующему заказу. Я в шоке, конечно, от этих ценников, которые в последнее время. Ну, вчера вот вечером только хорошо было. Может быть, по вечерам. Но посмотрим. Я добьюсь все-таки эти цели и посмотрю, когда удобнее будет работать и когда можно будет чуть больше заработать, чем, ну, на данный момент. Так что подъехали мы на заказ. Пассажиру не звонить. Комфорт плюс. И поедем в иронии судьбы в баню. Так что тут тоже как бы по заказу будем ехать вот так вот. Ждем пассажира. Ну, короче, мы у иронии судьбы. Ценник за 8 минут 225 рублей. И я думаю, что мы больше не будем возить этого пассажира. Да. Ну, потому что я много раз попадался. Блять. Ну, как выразить? Мне неприятен человек, и все.
Вот, поэтому как бы, ну, что трепать себе нервы, да, если есть возможность просто не возить больше этого пассажира, не заморачивать себе голову, и все будет в порядке. Так что как-то так. Едем на следующий заказ. Следующий заказик у нас в 1,5 километрах, в 5 минутах. Шелуху катаем, шелуху. Дешманскую шелуху. Муковозим. Ну, а что делать? Когда-то ее тоже не каждый день масленица. Короче, вот заказ. 301 рубль. Но, честно сказать, это полный писец. Вообще, ну, для меня это было вообще неожиданно, я бы так сказал. Неожиданно в том плане, бежит женщина, садится на заднее сиденье, да, и получается так, что черпает снега и прям быстро-быстро на порог встает. Снег это весь в салон, короче. Я даже не успеваю, то есть поворачиваться, я все это вижу, как это все быстро происходит, что я не успеваю, прям, я говорю, ну что ж вы, ё-моё, ноги, говорю, не отряхнули. Я говорю, я так стараюсь, говорю, тут намываю, говорю, каждый день, короче, говорю, машину, ну, на самом деле, не так, ну, так образно, но пускай хотя бы у людей уважение, думаю, проявят, хотя бы маленечко к нам, к ребятам, таксистам, ну, и, короче, она такая, я смотрю в зеркало, и она такая фигак и заплакала. Честно, я охерел просто, я думаю, блин, как так-то? Я говорю, извините, я говорю, у вас что-то случилось? А она такая, ну, молчит и плачет. Короче, я в таком шоке. Ну, я приостановился даже, я говорю, вам, ну, чем-то помочь? Я говорю, что-то случилось? А она, типа, ну, молчит. Короче, продолжил движение, потом смотрю, он там, ну, в зеркало там что-то вытирает, макияж там туда-сюда. Я ей говорю такой, я говорю, у вас все в порядке? Я говорю, это вы так из моих слов, из-за того, что я вам, ну, так сказал. А она такая, короче, вы знаете, просто у каждого свой порог. Блин, у меня тоже 2 порога, слева и справа, там, справа и слева у автомобиля. Ну, короче, суть понятна, то, что я так подумал, что она имела в виду порог чувствительности вот это вот. Короче, я обосрался. Ну, нет, ну, я имею в виду, я охерел, короче, от всего этого происходящего. Но по итогу она вот сейчас выходила, я говорю, все в порядке у вас там, ну, как бы. Она такая, короче, ну, блин, странные люди. Нет слов, одни эмоции. Матерился бы сейчас прямо одно за одним словом бы употреблял. Вот. Кстати, ничего не прилетело у нас. Выполнили еешний заказ. Ну, блин. 18 заказов уже сделали, а еще 8 осталось. Я, короче, в шоке. А еще сегодня был мужик. Он говорит, ненавижу машины и люблю есть, говорит, на заправках. Он ходит есть на заправке, то есть он заказывает себе там еду и ест. Ну, как бы тоже странные сегодня люди. Я не знаю, может быть, после перепоя, там, после 8 марта у кого-то что-то в голове, короче, там, ну, съехало-поехало. Ну, опять желтый заказ, Наумова 5. Поехали. Я в шоке от этой смены. Девушка пошла, я говорю, здесь, да? Она, типа, да, здесь, давайте, да. Ну, как бы, вот. Я что-то неправильно или что? Ничего не понимаю. Давайте, да, здесь. Оказывается, в следующем доме. Вообще ничего не понимаю. 596 рублей. 600.
Неужели не спросили с меня 4 рубасика? Так, и мы в Ткачах с улицы Павлова, короче. Оттуда вон нахрен. Вот. Ну, вот такие, как бы, пассажиры непонятные. Вон, да, тот дома написал. Ну, я, короче, ничего не сделал. Если она, как бы... Ладно, насрать. А тут у меня прям миллион рассуждений. Прям думок, почему, блин. Ну, значит, она ошиблась, потому что, ну, она ехала, видать, потрепанная после 8 марта, походу. Домой возвращалась. Может, из гостей. Ну, это тупо мои предположения. Так, Ребзя, вез, ну, не сейчас, а предыдущий заказ. Вез пацанов. Вот. И они ехали. Сегодня матч. Локомотив. Череповцом, по-моему, играет. Короче, суть не в этом. Вот, они там ехали, у них поездка по Каплюсу около 150 рублей. И один из них говорит, мы, говорит, с Ивановым приехали посмотреть. Я, говорит, таксист, там вчера работал туда-сюда. Ну, и то есть он заказывал. Я смотрю, он вперед сел, у него в руке как бы это сам телефон, приложение. Заказ висит мой. Вот. И суть в чем? Ну вот скажите, я вот когда езжу на такси сам, ну, то есть я имею в виду пассажиром, я как понимающий человек, понимающий тяжелую, нелегкую нашу работу, оставляю чаевые, ну, водителю, ну, соответственно, да, как бы, ну, тут ничего не пришло. И вот у меня вопрос, какой тогда этот таксист, если он своему брату, таксеру, не оставил на чай? Блин, напишите в комментариях, как вы делаете, когда вы сами передвигаетесь на такси. Ну, господа таксисты, к вам обращение. Когда вы сами передвигаетесь с пассажиром на такси, оставляете ли вы чаевые? Посмотрим, сколько у нас таких, которые оставляют, понимают и оставляют. Жду от вас комментарий. Вот такой вот дядя Степа с его там женой или сестрой, не знаю кто. И мы на главном. Но, блин, он вообще еле-еле, короче, присел ко мне в автомобиль. Вот. Кстати, я уже там на 27-й, походу, заказ поехал. Решил не, как сказать, не слабить, немножко добить надо, короче. И по колесу оно у меня спустило до 2,1 уже. Был 2,3, 2,2 сразу же, как я тронулся. И сейчас 2,1. И вот посмотрим, что будет завтра с утра. И, скорее всего, блин, придется его ремонтировать. Значит, я что-то поймал. Ну, я вчера тоже, кстати, когда ехал с крайнего, наверное, или на крайний заказ, что-то такой шлеп, как будто что-то, ну, не знаю, что это было, но, наверное, что-то я хапанул в колесо. Хотя сегодня осматривал на мойке колесо и ничего не обнаружил. Ну, посмотрим завтра по факту, что да как. Так, стою, короче, на вокзале, вот так вот. Вышел поразмять ноги. Там написано, видите, машину не ставите. Вот так снегом зафигачен, пожарный выезд. Подъезжают гаишники и говорят, видите, что написано? Я говорю, вижу, сейчас, секунду. И как бы вот так все произошло. Но ничего, он прям так просто видит, что написано, и уехал. Ничего не сказал. Вот. Точнее, сказал, блядь, но ничего не сделал. Никакие действия не произвел. Ну что, бывает. Итак. Проставил кнопочку «Домой». Вот такой у нас маршрутик вырисовывается. 15 километров. Не знаю, даст, что не даст. Посмотрим. Что сказать хотел? Хотел подвести итог. А сказать хотел то, что не вышло мне загробастать еще один заказ.
Потому что чуть-чуть, Арик, планы поменялись. Вот, мы находимся вот на таком месте. Тут вот, на перекопе, короче. Вот, по результатам все на экране. И туточки 27 заказов и 7200. Вот. Такие дела. Остались у нас... считать, блядь, никак не могу. 45 заказов на 2 дня. Надеюсь, что получится их выполнить. Вот. Всем до встречи. И всем пока.